Когда лесничий Иван Миронов пришел в себя, он понял, что привязан к старой сосне в самой глуши тайги. Руки и ноги были стянуты веревками так туго, что невозможно было пошевелиться. Голова гудела от боли. Браконьеры избили его ночью и оставили здесь умирать. Перед ним, в нескольких шагах, стоял огромный бурый медведь. Его янтарные глаза внимательно смотрели на человека сквозь утренний туман. Ивану показалось, что это конец. Встреча с таким хищником почти всегда заканчивается смертью. Медведь медленно приблизился и встал на задние лапы. Иван зажмурился, ожидая удара. Но вместо боли он почувствовал резкий толчок рядом с плечом. Открыв глаза, он увидел, как массивная лапа обрушилась на веревку. Зверь бил не по нему, он пытался разорвать путы. Медведь снова и снова ударял по канатам, затем наклонился и вцепился в них зубами. Веревки не подавались. Зверь зарычал и стал царапать кору дерева. И в этот момент Иван заметил на его боку длинный шрам. Память вспыхнула мгновенно. 3 года назад он нашел в лесу убитую медведицу. Рядом лежал раненый медвежонок. Его мать застрелили браконьеры, а самого малыша тяжело ранили. Иван забрал его в сторожку, лечил, кормил из бутылки, не отходил по ночам. Через 2 недели, когда звереныш окреп, он отпустил его обратно в лес. С тех пор они не виделись. И вот теперь перед ним стоял взрослый медведь со знакомым шрамом. «Малыш, это ты?» — хрипло прошептал Иван. Зверь насторожился, посмотрел прямо в глаза человеку и тихо ткнулся носом в его щеку. Он узнал его. В этот момент лес наполнил протяжный вой. Волки. Из-за деревьев появились серые тени, сначала один, потом еще несколько. Стая медленно окружала беспомощного человека. Для связанного лесничего это означало верную гибель. Медведь тут же развернулся и встал перед Иваном, закрывая его своим телом. Он зарычал, предупреждая врагов. Но волки не отступили. Альфа-самец подал сигнал, и стая пошла в атаку. Началась жестокая схватка. Волки метались со всех сторон, пытаясь зайти сзади. Медведь отбивался лапами и клыками. Один хищник был отброшен прочь, другой получил тяжелый удар. Но Альфа сумел вцепиться медведю в бедро. Зверь взревел от боли и ярости. Он поднялся во весь рост и издал такой рев, что лес будто задрожал. Это сломило волков. Оценив потери, вожак дал команду к отступлению. Стая исчезла среди деревьев. Медведь тяжело дышал. Из раны текла кровь. Но он не ушел. Он снова подошел к Ивану и вцепился зубами в веревку. Теперь с удвоенной силой. Человек тоже начал дергаться, помогая как мог. Одна веревка лопнула. Потом вторая. Последним рывком медведь разорвал последнюю петлю. Иван упал на землю, едва сдерживая слезы облегчения. В нескольких метрах лежал его рюкзак. Он дополз до него, достал аптечку и тихо сказал: «Спокойно, дай я помогу». Он промыл рану медведю и перевязал бедро бинтом. Зверь терпел, словно понимал. Когда все было закончено, он тихо урчал. Несколько минут они сидели рядом, 2 живых существа, прошедших через смерть. Потом медведь поднялся. Иван понял, он уходит. «Подожди», — прошептал он и протянул руку. Он погладил зверя по морде, почесал за ухом, как когда-то давно. Нашел знакомый шрам. «Ты вырос, стал сильным». Медведь закрыл глаза и тихо зарычал, будто отвечая: «Я помню». Они еще раз посмотрели друг другу в глаза. И зверь ушел вглубь леса, не оглядываясь. Через несколько часов Ивана нашли коллеги. По его показаниям браконьеров задержали. История о медведе, который не забыл добро и спас своего спасителя, быстро разошлась по всему заповеднику. Для Ивана она стала главным уроком в жизни. Добро, сделанное искренне, никогда не исчезает. Природа помнит и умеет быть благодарной.